Всем привет! В одном из предыдущих роликов мы учились снимать старые покрытия. В этом ролике я расскажу, как я делаю комби-маникюр. Следите за всеми моими действиями, ведь важна каждая мелочь. Особенно обратите внимание на то, как я держу фрезы. Но не будем много говорить, а приступим к работе. Вот наши накаточки, которые мы будем приводить в порядок. Видим, что кутикула сухая, но не заросшая. Начинаем мы с того, что отодвигаем, поднимаем нашу кутикулу при помощи апельсиновой палочки. Предпочитаю ее пушеру по той причине, что она более универсальная. У нее тоненький краешек и подходит для любого типа кутикул, даже очень прилипший. Отодвинули. Если у вас не сильно заросшая кутикула, как в нашем случае, то можно выпилить форму. Если же кутикула заходит на 1/3 ногтя и достаточно прилипшая, вы не видите всей площади рабочей, то не стоит этого делать, сделайте форму после маникюра. Но обязательно бафим наш ноготок до маникюра. Бафом мы работаем до того, как мы срежем всю кутикулу. Причина проста, что потом бафом нам не поднять и не испортить наш красивый маникюр. В данном видео я использую металлическую основу со сменными файлами. Абразивность 240, но также есть неплохие пилочки от Лиза. Абразивность у них там 240 на 180. Естественно, для натуральных ногтей мы используем помягче абразивность. Бафим. Бафиком мы обязательно бафим и ноготок, находящийся под кутикулой, то есть чуть-чуть заводим баф под кутикулу, обезжиривая, убирая прилипшие птериги. Теперь для маникюра нам понадобится фреза «Пламя», диаметр 2,3 мм с красной насечкой и фреза маленький шарик 1 мм. И кусачки СК-002/4 от фирмы Йоко. Очень хорошие кусачки, хорошая сталь. Начинаем работать фрезой «Пламя» с красной насечкой. Напоминаю, я левша и я работаю на форварде и двигаюсь слева направо. При обработке боковых пазухов нужно быть предельно внимательными, не давить на фрезу. Если фреза работающая, так скажем, то есть не стерлось алмазное напыление, то она должна хорошо чистить без нажатия. Боковые пазухи вычищаем аккуратно, не нажимаем и двигаемся слева направо. Обратите внимание, как я держу фрезу. Получается, кончик у нас смотрит на стык между проксимальным валиком и ноготком. Не давите туда, не нажимайте в синусах, иначе пропилите кутикулу. Аккуратно обрабатывайте боковые валики, а особенно в зоне точки вроста. Если вы надавите на это место и пропилите, наша точка вроста убежит выше, и мы получим не очень приятное последствие – это анихолизис. Поэтому будьте предельно внимательны, когда обрабатываем боковые валики. Обороты при работе фрезой «Пламя» у меня где-то примерно 10-15 тысяч оборотов. Опять же, зависит от кутикулы. Если она не грубая, то где хватает и 10-15. Если грубая, заросшая и там работа непочатый край, то тогда мы оборотов прибавляем побольше. Здесь работает в основном щечка у фрезы, и пузиком мы подчищаем наши боковые валики от сухости. Аккуратнее чистите в синусах
Все время поворачивайте фрезу. Видите, я ее завожу чуть-чуть под наклоном. Параллельно зачищаем нашу сухость на валиках и приподнимаем кутикулу так, чтобы нам было проще ее потом срезать кусачками. Всегда убирайте лишнюю пыль щеточкой, чтобы вам видеть, стоит ли вам дальше еще чистить или же все уже готово. Теперь кусачками, напоминаю, Йоко СК 002/4, мы срезаем наш птеригий. Срезали. Дальше берем маленький шарик и подчищаем наше пространство под проксимальным валиком, аккуратненько убирая все мелкие остатки птеригия. Шарик очень маленького диаметра, поэтому в принципе подходит практически под все типы кутикулы. Когда мы прошли с шариком, приподняли, видим маленькие заусенчики, которые аккуратно срезаем кусачками. Оставлять их ни в коем случае нельзя, они поползут и будет не очень комфортно и приятно нашему клиенту. То же самое проделаем с каждым пальчиком. Получается, мы проходим пламенем по всем 10, а потом в тандеме у нас работают кусачки и маленький шарик, дополняя друг друга. Срезали кутикулу. Теперь проходимся под проксимальным валиком, проходимся по боковым валикам, подчищаем нашу сухость и убираем остаточки под проксимальным валиком. Проходясь маленьким шариком под кутикульное пространство, мы, получается, приподнимаем остаточки того, что прижали, когда срезали кутикулу. Вот мы приподняли то, что оставили и прижали кусачками, и убираем их. Нам теперь их очень хорошо видно и не должно составить труда их убрать. Здесь у нас кожа очень сухая, сухости много, убирается все достаточно легко. Главное не переборщить. Все маленькие заусенки обязательно убираем. Только не прихватите с собой лишнего, будьте очень внимательны. Вот мы сделали наш маникюрчик, все убрали, проксимальный валик подняли, подкутикульное пространство все вычистили и подготовили наши ноготочки для покрытия. Ну вот, я вам показала, а вы посмотрели мой вариант комби-маникюра. Если есть вопросы по поводу моей техники, то не стесняйтесь, задавайте их в комментариях, я обязательно на них отвечу. Не забывайте про конкурс, в котором мы разыгрываем бокс для дизайнов. В следующих роликах мы научимся с вами покрывать базы и выравнивать нашу ногтевую пластину. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До новых встреч! У меня, короче, как их называют там, кинооператоры, кто там они еще? Я тебя уволю.